Это место точкой притяжения. Весь трофейный тур на вершине. На нас смотрит, да? Все, тихо, тихо. Россия. Кавказ. Территория гор с жителями, не признающими границ. На склонах Приэльбрусья легко встретить изящную серну, козлатура. Здесь пасутся яки, обитают тетерева, каменные куропатки. Тут же ареал обитания среднекавказского тура. Вон они стоят, два рогаля. Давай смотрим направо. Именно ради него трофейный охотник Сергей Мазуркевич в очередной раз возвращается в Карачаево-Черкесию. Так, большой самец спускается. А вот вниз бежите, еще здесь. Есть, попал. Ох, еще выскакивает там. Карачаево-Черкесия. Возвращение. Чтобы попасть в долину Улдукам, где планируется охота на тура, нужно проехать более 210 километров из аэропорта минеральных вод до селения Хурзук. Недалеко от него и находится базовый лагерь охотников. Дорога начинается в равнинной части республики и лишь на последней трети уходит в горы. Перепад высот более километра. Здесь свои обычаи и традиции, в том числе и охотничьи. Как и в прошлый приезд, проводником Сергея будет местный охотник Эдикбей Кулчаев. Ветра пока нет. Ветер начинается уже сложно. Внизу один, вверху вообще снос такой. Знаешь, еще я обычно, когда стреляю на ветер, не делаю поправки вообще. И вынос делаешь. Я вынос делаю, вот тогда, чем поправки, он четко попадает почему-то. Это без разницы на самом-то деле. Мы просто себя приучаем к поправкам. Маховикам, да. Мы себя приучаем к этому. На вынос тоже стрелять можем. Но лучше приучать себя так. Тогда это более корректно будет. Потому что на вынос это сианун как бы на глаз. Все, уходит, пошли. В прошлой экспедиции в охотничьих угодьях Эдикбея Сергей добыл необычный трофей – козлатура. Ну, машина. Погонял серьезно. Слушай, ну хорошо так поохотились. Вот тебе и просто, да? Второй добычей охотника в той экспедиции был як. Спасибо. На самом деле не так все просто. Первый як. Здоровая машина. Главной цели охотника – добыть среднекавказского тура – достичь тогда не удалось. Вышел? Он нас не кушал. Ага, вижу. Дальномер? Сделай 3 минуты. 3 минуты вниз? Да. Видно его? Попал. Да, прямо четко. Хорошо попал. Наповал. Но, к сожалению, тура мы взять не смогли, потому что он сумел все-таки раненый перейти на другую территорию, откуда падение невозможно. Он застрял в снегу. Человек туда дойти никак не сможет, тем более довольно серьезный наклон, и это физически невозможно. У нас будет 2-3 секунды всего. 2-3 секунды они ушли все. Если это дистанция километра, мы говорим километр плюс, у нас 2-3 секунды. В этой экспедиции охотник снова работает с напарником. Корректировщиком Сергея здесь будет Дмитрий Кейча, профессиональный стрелок-высокоточник. До этого я не был на горной охоте, но довольно интересно, потому что цели трудные, очень много факторов, которые, скажем так, влияют на вероятность попадания, и что-то из них можно учесть, что-то нет, и приходится находить какие-то решения. Они, как обычно, лежат всегда в таких местах, где они могут быстро скрыться. То есть они лежат перед цепочкой, на цепочке лежат, чтобы снизу к ним никто не подошел. И лежат как бы вот
на перевале всегда, вот, на таком месте, чтобы им можно было с этой стороны быстро перебежать на другую сторону. Ранним утром охотники выдвигаются на пристрелку. Здесь за совместной работой им нужно притереться друг к другу и стать командой. Напарник делает основной расчет по всем необходимым параметрам и экономит охотнику время. Минуту вверх. Да, клик вверх. Клик влево. Первые секунды после выстрела на дальней дистанции зачастую определяют успех всей экспедиции, поэтому корректировщиком должен выступать хорошо подготовленный стрелок-профессионал. Все, не надо больше жечь. Левая средняя и прям под низ. Левая средняя. Вот сюда оба прям пришли, да. Как раз встречный ветер. Где-то на 11 будет ветер. Даже на 12. То есть нормально. На ветер вообще ничего брать не будем. Я настроюсь сам. Я потом по сетке пойму, сколько мы взяли. Левый угол камня. Левый угол, теневое место. Лево уберем на 0. Давай вот так вот. Я 0 поставил лево. Прямо по центру ровно летел макушки камня. Не зацепил туда. Макушку камня. Полминуты убираем. И цепляемся за это. Прям в него. Да. Только верхнюю часть камня. Верхнюю часть камня. А я примерно так и целился. Там полминуты. Стрельба хорошая у Сергея. Я уверен, что добудете то, что задумали. Но сегодня, к сожалению, мы уже уезжаем. А прошлые выходные мы взяли Яка. Вот. Но в этом году у меня не было хорошего тура. Я очень много походил в горах, но хорошего тура так и не смог в этом году взять. Но еще шансы есть. Посмотрим. Всевышний даст, возьмем. Не даст. В следующий год есть повод ходить в горы. Да? Хорошая жена вообще. Вообще хорошая. Да, камень. Здесь не выше. Конец ноября. Горные долины уже сильно заснежены, но машина проводника уверенно преодолевает маршрут. Эдикби всегда знает, где и в какое время можно найти животных. И вон они стоят, два рогаля. Еще 400. На охоту отведено всего 2 дня. В этот раз цель экспедиции не только добыча трофея, но и богатый стол к домашним праздникам. Поэтому требования к возрасту тура снижены. По дороге охотники замечают в горах серну. Большой. И вправо вот внизу на снегу. Там все стоят. Серна – парнокопытное млекопитающее из подсемейства козьих, семейства полорогих. С праславянского буквально значит «рогатая», а в переводе с латинского – «скальная коза». В среднем ее размеры около метра в длину и 75 сантиметров в холке. Вес до 50 килограммов. Рога изогнуты назад и достигают 25 сантиметров, как у самцов, так и у самок. Серны обитают в Альпах, Пиренеях, на Балканах, в Карпатах, в Новой Зеландии и на Кавказе. Летом серны поднимаются в горы, зимой спускаются в леса, где больше корма. Живут в стадах от 15 до 30 животных. Стадом предводительствует опытная самка. Самцы живут поодиночке и приходят в стадо только поздним летом. В начале лета серны приносят от 1 до 3 детенышей, которые в течение 3 месяцев питаются исключительно материнским молоком. Продолжительность жизни у самок 20 лет, у самцов – 15. В 2020 году в связи с серьезным сокращением популяции кавказской серны правительство Карачаево-Черкесской республики запретило охоту на животных сроком на 5 лет. В
Всего в 15 километрах от Эльбруса, на одном из западных склонов долины Уллукам, охотники замечают пасущихся животных. Тура находится почти на самом гребне горы. Оттуда хорошо заметна любая опасность. Среди животных есть отличный трофейный экземпляр. Угол места цели 28 градусов. Дистанция 1053 метра. Скорость ветра внизу и на гребне горы наверняка сильно отличаются. Сделать точный выстрел в таких условиях – серьезный вызов мастерству охотника. Корпус влево, ой, вправо. Корпус вправо? Корпус вправо, ну, вертикаль идет. Корпус вправо ушел, да? Нет, ушел корпус влево. Цельтесь, корпус вправо. Точка прицеливания выносите вправо на корпус. Дистанцию не знаю. Правый есть же, правый этот. Ну, вот это есть, вот это правая нога. Да. От него левее выше. Уходят на горизонт. Все, ушли. Вот он идет. Ветер сильный, видать. Надо было еще ветер взять. Что получилось у нас? Ветер сдул, да? Влево сдул. Да, я взял на метр, но метра мало было. А по вертикали нормально все, да? Чтобы попасть гарантированно на 1000 метров, для этого нужно проделать большую-большую работу и учесть очень много факторов. Убойная зона, она достаточно мала, около 30-20 сантиметров. Ошибка в измерении дальности плюс-минус 5 метров даст нам четверть угловой минуты погрешности. Ошибка в измерении угла места цели плюс-минус 1 градус, если у нас угол 25 градусов, тоже даст нам погрешность четверть минуты. На такой дистанции пуля летит к цели почти 2 секунды. Принять поправку и сделать второй прицельный выстрел по движущемуся животному практически невозможно. Туры скрываются за гребнем горы. Экспедиции придется искать новую цель. Все, сворачиваемся. Время. Вот самец сейчас идет. Вышли они. Маленькие самцы. В этих горах большая популяция среднекавказского тура. Не проходит и часа, как проводник находит животных. Как и предыдущее стадо, осторожные туры пасутся на высоте более 2500 метров. Дистанция до цели 1200. Охотник вновь готовится к сложному выстрелу. Сейчас я иду туда. Ходят направо. Да, направо ходят. Направо? Да. Вон наверху стоят. Вон наверху хороший стоит на самой скале. На скале прямо. С правой стороны на скале тоже есть. На скале вот 2 штуки хорошие. Вот сейчас они Туры все время находятся в движении. Дистанция непрерывно меняется. Охотники принимают решение продвинуться вдоль склона и подобраться ближе к животным.
Мы ничего не забыли. Мы где-то 250 метров сокращаем. И они сейчас налево спустятся. Мы вот оттуда по балке вот туда поднимемся, и они у нас вот прямо на виду. Вечер в горах наступает рано. Нужно торопиться, однако быстро двигаться по крутому склону совсем непросто. Выручает посох, по сути, третья нога. Снаряжение охотника весит немало, поэтому идеальное решение – карбон. Легок, прочен, не скользит и не морозит руки. Горный распадок надежно скрывает охотников от осторожных животных. Дистанцию удается сократить почти на полкилометра. Теперь до цели всего 700 метров. Угол около 20 градусов. Здесь дует туда, а там куда дует, интересно. Туда. Там еще наверху тоже есть туры, мы их не видим. Вот повернулся, все. Повернулся. Да. Готов. Все, тихо, тихо. Получилось отлично. Меткий выстрел с одним попаданием сразу покатился вниз. Охотники на привале под сенью Эльбруса. Сегодня желанную добычу удалось взять лишь с третьего подхода. Эльбрус вознаграждает упорных. Команда разделяется. Охотники спустятся в долину, а проводник задержится на склоне, чтобы доставить трофей вниз. Оставлять добычу на ночь здесь рискованно. Помимо человека в горах встречаются и другие хищники. 4, 5, 6, 7, 8. Значит, первый раз. Вот это вот что-то у него маленький. Вот. И вот здесь кольменок стертый. Тогда он здоровый. Видишь, какой мощный? 50 сантиметров. Вот эта зона поражения 50. Потому что вот здесь ногу, если вот 40 сантиметров. А так 30-ка зона поражения. Вот здесь где-то попадет, если 30-ка, короче. Вот. А в длину видишь, он, чтобы понимать, вот он метр. Вот корпус метр. Так, большой самец спускается. С самой макушки спускается большой самец. Он спускается, он будет спускаться дальше. Да, тут бы супер-пупер был бы у нас. Если мы сразу эту позицию заняли бы, это было бы вообще хорошо. 0 ветра. Рассвет застает охотников уже в горах. На одном из склонов Эдик Бей замечает туров. Среди них есть и трофейные экземпляры.
Расстояние до цели больше километра. Сергей принимает решение еще раз попытаться взять тура на дальней дистанции. Вон там самец. Вот сейчас главное до обеда успеть еще взять, пока нету ветра и дальнюю дистанцию в кило. Ветра пока нет. Ветер начинается уже сложно. Внизу один, вверху вообще снос такой. Хотя вот на позиции особо не ощущалось еще. Пока смотрим. Невероятно, но даже на таком большом расстоянии туры, кажется, знают о присутствии людей и наблюдают за действиями охотников. Угол плюс 30. Что делаем? Боковые сколько у нас там? 75 слева, но ветерок немножко слева тянет. Я тогда 0 оставлю. Смотрите, он слева. Если идет по ущелью, как бы слева, то есть он наоборот. Слева. А, влево, тогда побольше давай. Пошел вниз. Вот хорошо стоит. Как раз головой. Вниз пошел. Дистанция не изменилась. 1055. 1055. 24-25. Черный, да, доска? Так, я готов. Если готово, огонь. Ниже и... Не вижу. Ушел. Ушел? Просто не везет и все. Фу, поехали. Все уже. Здесь уже ничего не будет. Вот не везет и все. Ну чуть-чуть вообще это вообще, знаешь, что это. Я думал, вот это прям на макушке тоже. И снова ветер сыграл с охотником злую шутку. Рассчитанная траектория так и не привела пулю в цель. Экспедиция вновь меняет дислокацию. Два, которые сломанные макушки. Внизу под скалой вниз. Пошел, да? Все. Два самца. Ну, самцы, как вчерашние, по-моему. 726 градусов, 707 метров. 707. 13,75. И справа, да? Налево. Справа налево, да? Немножко тянет, да? Ну так тянет чуть-чуть. Какой? Как он может? Какой? Ага. Левый, левый. Все, готов. Есть. Есть. Я попал. Ох, еще каким-то тут упал. Машина стопила. Ах, побежали. Вкратце подвести итог сегодняшнего пребывания в Карачаево-Черкесии. На охоте мы здесь в этом году второй раз. Нам здесь нравится, нас сюда тянет. Здесь большая популяция зверя, хорошие трофеи. Мы вчера наблюдали достаточно большое количество трофейных экземпляров. Единственное, что это, конечно, были на высоте 1500 метров. Хорошая для этих времен была погода, соответственно. Весь трофейный тур находился на вершине. У нас была другая цель — взять дальнюю дистанцию. Попытки у нас были, взяли на 700 метров, 1053 был промах. Очень неудобная позиция была для стрельбы, но это не оправдание, мы учтем все ошибки в следующей экспедиции. Надеюсь, в следующем году и в следующем сезоне мы реализуем поставленные цели, и это место станет
точкой притяжения для хорошей трофейной охоты. До новых встреч! Световой день в конце ноября недолог. Охота закончена. Остается лишь забрать тура. Как и в прошлый раз, всю добычу охотник увезет домой.